Умные часы на операционной системе Wear OS с процессором Snapdragon W5 Gen 1, дополнительный процессор BES 2720 BP с 2 гигабайтами оперативной памяти, внутренней памятью объемом в 32 гигабайта, стильным и классическим дизайном, алюминиевым корпусом, временем автономной работы до 4,5 суток, двухчастотным GPS, поддержкой NFC, большим AMOLED-дисплеем с технологией Always On Display, и это только малая часть того, что из себя представляют смарт-часы под названием OnePlus Watch 2R. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке из плотного картона в бело-красной расцветке, как и модель Watch 2, на которой, к слову, у меня уже был обзор на канале. На упаковке есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковка отличная, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, краткое руководство пользователя и съемное магнитное зарядное устройство, но с пинами, за что минус, а также кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смарт-часов вместе с ремешком 59 граммов, а габариты 48 на 51 на 13,5 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону на YouTube Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов под любым из роликов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, в котором много всегда всего полезного, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. Начнем. Поставляются OnePlus Watch 2R в черной и зеленой расцветке. Внешне они выглядят как упрощенная версия Watch 2. Средняя рама выполнена из алюминиевого сплава, с фронта экран покрыт стеклом 2,5D защитным, а с тыльной части пластик. С учетом стоимости материалы неплохие, собрана модель достойно. Ремешок силиконовый быстросъемный с классической металлической застежкой и стандартным креплением. Охват запястья от 140 до 210 мм. Смарт-часы при носке практически не ощущаются, как и во время сна. Ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет. Далее, на корпусе смарт-часов расположили контакты для зарядки, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, оптический пульсоксиметр, геомагнитный датчик, датчик освещенности и барометр. Для управления есть две механические кнопки, но сразу отмечу, что функции прокрутки для навигации по системе в данной модели отсутствуют, как и в старшей. Что странно, но не сказал бы, что критично. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню и возврат, двойным нажатием за переход к последнему открытому приложению, а зажатием можно вызвать голосового ассистента от Google. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, переход во вкладку с выключением, перезагрузка устройства, включением режима энергосбережения и вызовом в экстренном случае. А также двойным нажатием можно перейти к бесконтактной оплате GPay. Переназначить команды на кнопки возможности есть, за что несомненный плюс, как и за то, что смарт-часы поддерживают многозадачность. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-экраном в 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, плотностью пикселей в 326 ppi и частотой обновления экрана до 60 Гц. Рамки у экрана большие, экран плоский и не утоплен. Царапины на нем будут появляться достаточно быстро. Яркость экрана, по моим замерам, на 100% яркости он выдает около 925 люксов, плюс есть функция автоматической регулировки яркости. Процессор же установлен Snapdragon W5 Gen 1, дополнительный процессор BES 2720 BP, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта внутренней памяти и 4 гигабайта типа eMMC для RTOS. По связи используется двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, Bluetooth наушники и подобные устройства подключать не проблема. Но вот датчик Polaris 10 подключить лично у меня не получилось. Возможно, для этого необходимы какие-то особые программы. GPS двухдиапазонный, L1 плюс L5. Операционная система Wear OS версии 4 на базе Android 13 версии. eSIM данная модель не поддерживает. NFC же на борту. Можно попробовать установить MirPay для бесконтактной оплаты, благо система позволяет устанавливать сторонние приложения. Да и в целом она довольно гибкая и удобна в использовании. Система работает достаточно быстро, сильных подвисаний не было мной замечено, но вот легкие фризы все же проскакивали. Далее, с главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть все необходимое, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот это виджеты, которые можно персонализировать, как и сортировать меню. Но вот персонализировать панель быстрого доступа я не нашел способа. Сортировка в меню реализована удобно, можно перетаскивать приложение прямо в меню, а также есть 3 стиля отображения самого меню. Что касается самих приложений, мы имеем фонарик, компас,
компас, контакты, набор номера, уведомления, погода с подробным прогнозом, мировое время, Google карты, Google Ассистент, Google календарь, будильник, который можно синхронизировать со смартфоном или завести прямо со смарт-часов, таймер, секундомер, приложение, YouTube Music и музыкальный плеер. Но вот загрузить через фирменное приложение музыку на сами смарт-часы пока возможности нет, только через сторонние сервисы. Устанавливать приложение можно через Play Market, а также, как я уже говорил, можно устанавливать сторонние приложения и циферблаты. Далее, OnePlus Watch 2R имеет функцию Bluetooth вызовов, звонить со смарт-часов можно, микрофон отрабатывает отлично, что можно сказать и про динамик, вибромотор тактильно приятный и настраиваемый. Уведомления приходят моментально, смайлики отображаются, как и иконки приложений. Клавиатура на смарт-часах присутствует, отвечать на уведомления можно, есть смайлики, голосовой ввод и даже быстрые ответы. Сама клавиатура обыкновенная для данной системы, набирать текст возможно, но не сказал бы, что удобно. Теперь перейдем к возможностям мониторинга показателей здоровья. Измерение пульса, SpO2, уровень стресса работают как в автомате, так и можно измерять их вручную. Мониторинг сна, отслеживание стадий сна, частота дыхания, дневной сон. И он оценивает еще проблемы с дыханием. Результаты измерений по мне довольно корректны. Не скажу, что данная модель измеряет более точно, чем другие любые смарт-часы в этой ценовой категории, первого эшелона. Но вот однозначно на этом же уровне. Графики можно посмотреть на самих смарт-часах или в приложении, как и полезную информацию о различных измерениях. Удобно, что есть различные напоминания и поддержка Google Health Connect. К сожалению, полноценно настроить данный функционал возможность есть только через приложение. Далее, спортивных режимов на борту более чем достаточно, как и у всех. Из полезного есть автоматическое распознавание активности, мониторинг активности, барометр с оценкой высоты. Настроек для тренировок не особо много, но они есть. Удобно, что тренировку можно свернуть в фоновый режим. Местоположение смарт-часы определяют моментально, отклонение в построенном маршруте после тренировки на открытой местности есть, но оно по мне незначительное. Маршруты можно просматривать на смарт-часах, что для многих будет полезно, но отображается все это дело в миниатюре, а также его можно посмотреть только после завершения тренировки, так как записи тренировок на самих смарт-часах нет, что очень странно. В приложении же записи хранятся, как и всегда, и доступны для просмотра. В стоке загрузить маршрут для тренировки возможности нет. В настройках на смарт-часах можно выбрать один из двух режимов работы на смарт-часах. Это умный режим и режим энергосбережения. Также есть функция автоматического включения режима энергосбережения. Настроек достаточно. Есть стандартная функция включения экрана при повороте запястья, которая отрабатывает хорошо. Функция для включения экрана тапом. Функция выключения накрытием ладонью. Можно настроить время до отключения экрана от 5 до 60 секунд, настроить размер текста или включить Always on Display. Стиль AOD зависит от циферблата. AOD работает только по расписанию. Удобно, что есть режим полета, режим не беспокоит, настройка геолокации, настройка батареи, включение-выключение функции для автоматического перехода в режим гибернации, настройка тренировок и не только. Летим дальше. Емкость аккумулятора 500 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше часа по моим тестам. Функция быстрой зарядки на борту. По заявлению производителя, Watch 2R могут прожить в режиме энергосбережения до 12 суток, с интенсивным использованием в интеллектуальном режиме до 48 часов. И в обыкновенном сценарии использования с интеллектуальным режимом работы до 100 часов. Все так же, как и у Watch 2. В моем случае без AOD, с интеллектуальным режимом в обыкновенном сценарии использования. Автоматическая регулировка яркости со всеми автоматическими функциями для измерения показателей здоровья. И с одной тренировкой они прожили 2,5 суток, что в целом хороший результат, учитывая функционал. И 10-минутная подзарядка действительно может продлить время автономной работы еще на сутки. Но, разумеется, все будет зависеть от сценария использования. И, разумеется, это вам не какой-нибудь Mi Band, который можно неделями носить. OnePlus Watch 2R имеет стандарт защиты от влаги и пыли 5 атмосфер и IP68. Для примера, окунул их в проточную воду, мой экземпляр выжил, они воды не боятся, но не советую купаться вместе с ними в соленой воде. Или не советую перепады температуры, то есть из бани в прорубь, в них нежелательно. Выжить теоретически могут. И то, что со временем умрут, это точно. Летим дальше. OnePlus Watch 2R работает в паре с приложением O-Health. К сожалению, так как функций в нем довольно мало. Приложение доступно на русском языке с корректным переводом. На стартовой странице мы имеем 3 основные вкладки, такие как вкладка со всеми результатами измерений здоровья, вкладка с тренировками и вкладка с подключенными устройствами. На стартовой странице с подключенными смарт-часами есть заряд аккумулятора в процентах, активные режимы, магазин с циферблатами, которых не особо много, но есть персонализированный
удобные, кликабельные, динамичные, и установить любую фотографию на заставку также можно. Плюс, как я уже говорил, можно устанавливать сторонние циферблаты, но по моему опыту они могут быть более прожорливые к заряду аккумулятора. Далее можно настроить виджеты, использовать настройку уведомлений, настройки тренировок и мониторинг показателей здоровья. Стандартными настройками плюс можно сделать снимок экрана смарт-часов, но вот функции Bluetooth кнопки в стоке нету. Обновление мне уже прилетало сразу после подключения смарт-часов к приложению. Минусы. Большие рамки у экрана, нет возможности в стоке загрузить маршруты для тренировок, нет управления жестами, нет функции прокрутки на кнопки для перемещения по интерфейсу, нет возможности подключить в стоке нагрудный датчик Polaris 10, а вот только по расписанию, нельзя настроить панель быстрого доступа, старый процессор, приложение O-Health, как всегда, требует доработки. И нет нормальной экосистемы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, по мне она сейчас очень даже приятная во время распродаж. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, там очень много всегда всего полезного, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Резюмирую, OnePlus Watch 2R имеют право на жизнь, и хорошо, что производитель выпустил данную модель, так как Watch 2 стоит в 2 раза больше, ну иногда на процентов 50, и не совсем оправдывают свой функционал. А Watch 2R на фоне их выглядит уже как что-то более приземленное и реальное, и соответствующее своей цене. Разумеется, минусов достаточно, плюс много нелогичных решений, и конкурентов достаточно. Топовыми их не назвать, учитывая, что предлагает тот же Huawei, который я патологически не люблю за его подход к смартфонам. Но в то же время их аксессуары, часы и наушники всегда топовые. Есть еще Amazfit, помимо Amazfit есть Xiaomi за довольно выгодные ценники. В общем, выбрать есть из чего. Нового ничего OnePlus не придумали, и каких-то явных преимуществ перед остальными смарт-часами других брендов они не имеют, что, к слову, относится и к Watch 2. Но хочу отметить еще раз, что желательно аксессуары, все наушники, часы, браслеты покупать того же бренда, что и смартфон у вас. Поэтому от меня девайсу скромное «да», ввиду просто бешеного количества конкурентов. Если вы никогда не покупали умные часы, повторяюсь, надо начинать с браслетов. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!